Класс номер 204. В данном классе работает преподаватель высшей категории Емельянова Вера Михайловна. Вера Михайловна педагог с большим опытом. Она более 30 лет преподает фортепиано. Подготовила большое количество учащихся. Среди них был и Димаш Кудайберген. Мы знаем Димаша как прекрасного певца, но и видим и слышим, что он прекрасно владеет инструментом фортепиано рояль. Большая заслуга Емельяновой Веры Михайловны. И мы, естественно, благодарны за то, что она обучила Димаша и дала ему азы, основу фортепианной музыки. Большое спасибо, Вера Михайловна. Yer жетсемде балқып барыным, еркелеймін екеуіңе әлі күн. Здравствуйте, дорогие друзья! Я привела вас в наш класс Димаша. Класс называется фортепиано. Вот в этом классе, сейчас у нас переоборудован, сделан ремонт. В этом классе мы занимались 4 года. Вот инструмент, за которым мы сдавали, готовились к экзаменам, концертам, зачетам. Наш инструмент. Наша достопримечательность класса – это вот наши клавиши рояля, клавиатура. Очень нравится и студентам, и нам, преподавателям. Ну и немножко, если кругом сделать, вот наша доска, где студенты начинающие начинают познавать буквально элементарные азы музыкальных знаков ноты. Родилась я здесь, в Казахстане. Училась я здесь. Далее мой путь пролегает в Россию, в город Екатеринбург. По окончании института я в 1982 году начинаю работать в нашем музыкальном училище преподавателем общего фортепиано. С тех пор прошло 38 лет, как я преподаю. Димаш пришел в 2010 году и закончил в 2014 году. Когда приходит мальчик долговязый, высокий, скромный, с большущими глазами, такое состоялось у нас знакомство. Да, Димаш занимался раньше фортепиано. Вот у меня в руках я специально принесла, я нашла вот такой индивидуальный журнал «Кудайберген Димаш». Вот эти вот индивидуальные планы мы заводим на каждого студента, который учится в классе фортепиано. Здесь все предметы, все зачеты и экзамены, все 4 года. Фортепиано у вокалистов проходит 2 раза в неделю. 4 раза проходит специальность, академическое пение, и 2 раза фортепиано. Эти 2 предмета, как брат и сестра, они дополняют, фортепиано дополняет познание специальности. Занимаются и казнородники, и духовики, и струнники, и дирижеры, и вокалисты. Как учился Димаш? Димаш учился очень просто. Независимо от того, что сейчас он звезда, я бы никогда не подумала, что он будет звездой. Просто это очень способный мальчик, который с первого урока можно определить, что там талант. Если этот ребенок, пришедший сюда, будет заниматься, трудиться все 4 года упорно, настойчиво, целеустремленно, он достигнет многого. Также занимаются наши студенты, неистово, как можно так сказать. Они занимаются с утра до вечера и приходят в любом состоянии, но идут на уроки.
Димаша, какие у него были оценки. У нас пятерки первые, вторые курсы. У нас идут прям пятерки. Начиная с третьего курса мы идем на 4. Так что это обыкновенный студент, как и многие из наших. И заканчивает он на 4. Мы ему ставим с удовольствием 4, потому что он нам даже пел на выпускном экзамене. Димаш очень много времени уделил специальности, это естественно, это понятно. Фортепиано для него был предмет, который нужно познавать, потому что я ему постоянно говорила о том, что все хорошие певцы аккомпанируют себе. Они должны хорошо читать с листа. Я принимала все усилия и старалась, чтобы Димаш у меня хорошо читал с листа. Это ему в жизни обязательно пригодится любому музыканту. В разучивании нотного текста песни нужно обязательно проиграть ее самим на фортепиано. Hello, my dear friends. Do you recognize this song? I'm not a piano man, but I can try special for you. Хочется отметить, что каждый ученик оставляет отметинку в памяти преподавателя, как он учился, как он относился к твоему предмету, какой это был человек. Без таких принципов, как генетика важной, как окружение, среда и плюс трудолюбие делает из любого человека, будь он музыкант, будь он ученый, делают из него мастера своего дела. Я, знаете, поняла со второго курса, что Димаша не надо как бы принуждать к обучению. Я начала давать ему произведения аккомпанемента. Элтон Джон, Майкл Джексон. Он загорелся этой идеей, потом он начал подбирать. Тоже приносил мне подбор казахских песен. Был один такой момент интересный в нашей жизни. Я вижу, что он у меня не очень внимательный, у него такие потухшие глаза. Я говорю: Димаш, в чем дело? Ты голодный? Нет, я не голодный. Устал? Он так скромно так. Он никогда не признается. Да, устал. Он сидит и говорит: я так хочу домой. Я говорю: почему ты так хочешь домой? Ты же не голодный. А он говорит: у меня дома студия. Папа мне сделал студию. Я в этой студии отдыхаю. Хвала папе, родителям, которые смогли почву создать такую для развития своего ребенка, начиная с малых лет. Такие события вспоминаются у Димаша, допустим, когда откровенчили, я говорю: Димаш, ты на кого-то должен быть похожим, да? Ты, видимо, хочешь быть похожим. А у него такая вот манера была приглаживания волосики. А он говорит: да, мой кумир Майкл Джексон, я хочу быть похожа на него. Конечно, это Майкл Джексон. Конечно же. Сегодня мечта сбылась, чему я очень рада. Қолдауының арқасында бір құтты бір өзімді Майкл Джексондай сезіндім. Сөзі шыны керек. Особенно на третьем курсе он проявился, когда он выехал на конкурс. Он пропал какое-то время. У нас его нет, Димаш. А у нас здесь накануне аттестация. Вдруг он приезжает, и вы знаете, заходит в класс, вот как называется человек, который вырос. Вот вырос, и рост его стал высокий, прямой, более, и красивый, глаза блестят, он счастливый. А он мне расскажет, что я так скромненько, я взял гран-при. Эти слова очень многого стоят. Мне безумно самой было за него приятно. Я была горда, я вообще, я его обняла. Я сказала, что какой ты молодец, а мы здесь бегаем, оценки тебе надо ставить.
дело в том, что просто ребенок может сконцентрироваться, успеть по всем предметам сдать. У нас поблажек не может быть, если ты там где-то выступаешь, ну и что ты там гран-при. Конечно, мне хочется рассказать интересные истории, которые происходили у меня на глазах, наяву, как говорится, в нашем классе, о человеческих достоинствах Димаша, о его простоте, доброте. Это изумительно, это удивительно добрый человек. У нас проходил в колледже смотр такой, знаете, фестиваль среди студентов учебных заведений. Многие с колледжа приезжали, и здесь у нас на сцене конкурс патриотической песни, значит. Вот наши выступили в хоре. Димаша сразу видно в хоре, он же высокий. Но видно, парень к нему и подбежал, что он такой высокий, и давай поменяемся рубашкой. Ты мне дай белую рубашку, он пришел в синей рубашке. И вот я веду урок, стучится. Я говорю, войдите. Заходит Димаш. И вот такой, как бы, вы знаете, вот игривый такой, и говорит, Вера Михайловна, вот мне нужно переодеться, снять рубашку и отдать. И мальчик, значит, так поменьше выглядывает из-за его плеч. А этот мальчик с железнодорожного колледжа, они сейчас будут в хоре петь, а он пришел в синей рубашке, нужна белая рубашка. Разрешите нам переодеться? Ну, конечно, да. Я урок прекращаю, выхожу со студентом. Все, они так быстро переодеваются, выбегают счастливые. Значит, этот с колледжа железнодорожного бежит в белой рубашке, и мой Димаш в синей рубашке. Это интересная история тем, что человек там может себя снять и отдать другому. Это о чем говорит. Поэтому я не удивляюсь, когда Димаш поет, на сцене бросает свои пиджаки в аудиторию фанатам. И, ну, что здесь можно сказать? Для меня это привычно. Он себя может снять пиджаки, рубашки и выпустить, подарить, как говорится. Вот такие интересные истории. На таком эпизоде, как вот выбор программы для меня в 4-й курс, когда мы начали с ним заниматься, это было очень ответственно. Я искала программу. На его длинные пальцы, понимаете, должна быть очень удобная программа. Я думала о ней. И вдруг я нахожу такую интересную пьесу, которая называлась Томмазо Альбинони «Адажио». Адажио. Я сыграла ему Адажио. Он тут же сказал, что это я буду играть. Вот второе произведение было «Лунная соната» Бетховена, номер 14. Это произведение он тоже одобрил как крупную форму, это мы тоже берем. А третье произведение он играл обработку казахского композитора, современного композитора. Очень хорошая обработка. Не просто аккомпанемент, а он ее сыграл как пьесу. Но уже в конце экзамена, конечно, мы попросили его и спеть. Нам же голос-то его мы знали все. берген екен күн мен айын мұратқа іштеген жан бәрі шеккен. Что пожелать вам, дорогие слушатели, друзья мои, о том, что существует у нас такой человек, который приносит нам только радость, только счастье и желание жить в этом мире, приносит нам большое удовлетворение и радость бытия.
Друзья, подписывайтесь на наш канал, чтобы как можно больше людей узнали о его содержании. И нам будет очень приятно.